Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте сегодня поговорим про полисциас, или еще его называют оралия. Это крупное растение, которое вот у меня сейчас стоит на комоде. Оно относится к семейству оралиевых. Вот почему его вообще так называют. К этому же семейству относятся из известных плющи, фатия. Какие главные особенности полисциаса? Они заключаются в том, что он весьма быстро растет. И, в принципе, имейте в виду, что полисциасы могут стать классной альтернативой известных крупных вариантов комнатных растений, таких как фикусы, потому что, возможно, от фикусов уже многие устали, а вот полисциас, он, на мой взгляд, реже встречается в интерьерах, в магазинах, пока еще ждет, мне кажется, свою волну популярности. Он может выполнить роль такого фонного растения в вашей квартире, быть таким крупным, неприхотливым, выносливым другом зеленым. В том числе их очень часто используют для бонсай. Еще одна особенность – это то, что стебли его весьма гибкие, их весьма сложно поломать, и даже можно где-то завязывать, потом позволять растению так расти, то есть формировать. Пока куст молодой, его листва, как правило, имеет простую форму, однако с годами происходит его разделение на сегменты. Вообще полисциасы встречаются в природе в огромном количестве, в тропических широтах. Это места, где все-таки полутень, высокая влажность, то есть надо понимать, что примерно что-то такое и потребует от вас полисциас дома. Сотни видов в природе, это прям живые изгороди растений. Цветоводы активно используют 8 видов полисциасов, вот их и культивируют. Полисциас бальфура, полисциас кустарниковый, полисциас метельчатый, полисциас гуильфойля, полисциас туполистный, полисциас папоротниколистный, полисциас шлемовидный. Собственно, у меня шлемовидный полисциас, давайте посмотрим ближе. Вот мой полисциас, примерно метр высота. Я очень полюбила это растение, оно просто смотрится, но очень-очень приятно смотрятся эти живые сочные листья. Как-то мы с ним сразу сдружились. Ну, что касается освещения, то растение позиционируется нетребовательным, ведь растет в тропических широтах, там, где тенистые леса, следовательно, рассеянный свет, и даже его позиционируют как теневыносливое растение. Есть также информация о том, что все-таки комнатные варианты хотели бы, чтобы вы их обеспечивали ярким рассеянным светом. Но имейте в виду, что если у вас нет такой возможности, и вы присматриваете себе растение, какое могло бы выжить в полутени, это растение, которое будет существовать и при таком свете. Ну, что касается температуры, 20 градусов, 23, это оптимально для него в сезон жаркий. Кстати, у нас здесь 24, но бывает и так. Когда наступает период покоя, температура должна быть ниже, чуть ниже. Что касается полива, то здесь такой момент. Нельзя его заливать ни в коем случае. Лучше пересушить, чем залить. Желательно поливать умеренно, редко. То есть, если вы поддержите его в сухом состоянии некоторое время, это не так будет опасно, как если вы зальете его. Оно сразу начнет реагировать. Но, кстати, что касается плюсов, в отличие от тех же фикусов, которые порой бывают листопадными, у них очень много разных проявлений на ваш уход, то полисциас, он считается таким всеядным, очень терпеливым, выносливым растением. Что касается подкормки, то растения подкармливают минеральными удобрениями где-то раз в 15 дней, то есть 2 раза в месяц в период роста, условно с апреля по октябрь, то есть когда световой день увеличивается. Что касается пересадки, если вы купили растение, оно у вас маленькое, то пересаживать рекомендуют каждый год, естественно, весной, чтобы дать ему хороший задел на будущий рост. Если у вас растение такое крепкое, крупное, как у меня,
то вы можете его пересаживать, когда хотите, раз в 3 года, например. Если вы решили пересаживать, то вам понадобится такая смесь из перегноя, крупнозернистого речного песка, торфа, листовая земля, зерновая почва. Что касается вредителей и простуд, то их немного, и вообще, в принципе, это появляется, если вы совсем запускаете уход за растением, совсем его не бережете. А если вы стараетесь, то, в принципе, никаких проблем не будет, если вы не зальете почву, и она не начнет подгнивать, то, как правило, проблем не бывает. И хотела бы узнать ваше мнение, если вы выращивали полисцесы или, в принципе, сталкивались с ними. Существует спор. Одни называют его прихотливым, другие утверждают, что это очень выносливое растение. Я соглашусь со вторым вариантом. Считаю, что оно очень выносливое. Мне нравится, как оно себя ведет. Кстати, забыла обозначить, что для него важна влажность воздуха, поэтому желательно его опрыскивать по возможности. Либо еще рекомендуют, конечно, поставить рядом какую-нибудь емкость с жидкостью. У меня как раз есть такая возможность, у меня еще не пересажена, вот в такой декоративной корзине, поэтому, может быть, я так и поступлю. Расскажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт, хотели ли бы вы выращивать полисцеус у себя дома?